Итак, у нас сегодня в гостях молодые предприниматели от фирмы какой? Trade Master Team и AK Automobile. А чем эти фирмы занимаются? Что такое Trade Master Team? Trade Master Team – это фирма, которая занимается логистикой, и мы также занимаемся обучением Купангу. TMT – это компания, которая занимается логистикой и торговлей по Купангу. Это же совсем разные направления, нет? Мы, обучая Купангу, также нужно предоставить логистику, когда человек заказывает товар с Китая. Вот мы работаем с Китаем. Логистика именно товара. Да. Хорошо, давайте тогда по другому формату пойдем. Вот я не знаю, что такое marketplace. Можешь мне объяснить вот за минуту, что такое торговля на marketplace? Marketplace – это подразумевается продажа онлайн. Мы закупаем товары из Китая по одной цене, дешевле, и здесь продаем в Корее дороже. Это такие же... То есть это все происходит дистанционно, к товару я физически не прикасаюсь. Прикасаешься, когда делаешь переупаковку товара, делаешь комиссию товара, проверяешь его на брак, только в этом случае. Чем отличается торговля в Корее от торговли, скажем, в России? Вот Marketplace Кореи от Marketplace там Wildberries в России или Amazon, там, я не знаю, что в Штатах, и главное отличие можете назвать? Главное отличие, наверное, здесь будет по Купангу то, что здесь доставка, имеется в виду, она очень быстрая. Сейчас, например, вечером заказал и утром уже товар получил. Как работает доставка на других платформах в России или там Amazon, мы не знаем. Вы не имеете? Не имеем. То есть у вас опыт работы только с корейской платформой, правильно? Да, все верно. Так, и вы занимаетесь тем, что вы не сами торгуете, еще обучаете других людей, правильно я понял? Правильно. Да, все правильно. И сколько я вдруг неожиданно решил завтра уйти с работы и торговать на маркетплейсах. Сколько мне нужно денег конкретно? Смотри, сперва, самое первое, я думаю, что бы я посоветовал, сперва нужно инвестировать в себя. То есть на первой стадии тебе нужно будет пойти обучиться. Что такое вообще, что из себя Сколько представляет. это обучиться? Сколько это обучиться? Смотри. По время и денег сколько это займет? По времени, если брать нашу фирму, мы обучаем за 2 миллиона, и где-то это в районе 2 месяцев занимает. И там уже последующие расходы, это кроме инвестирования в себя, то есть обучение у нас Купангу, ты, при себе имея даже, грубо говоря, 1 миллион, ты можешь заказать первоначальный товар и попробовать его запустить уже на Купанг. Чья была идея заниматься маркетплейсом? Игоря или Андрея? У кого первого возникла эта идея вот именно? Наверное, у меня, потому что я где-то уже, наверное, 3 года назад начал это все узнавать. Началось с того, что, как и все, наверное, искал какой-то дополнительный заработок и решил узнать, что такое торговля на маркетплейсах. Значит, у тебя у самого есть непосредственно опыт продажи товара на маркетплейсе. Да, мы уже конкретно 3 года занимаемся продажами. Понятно. Да. А потом подключился Андрей, и вы это уже стали изучать академически, да, вот именно изнутри. Да, я наблюдал, как он это делает, и что зацепило, то что он, то есть даже впервые у него не получалось какие-то моменты там, товары, охота прям, чтобы такой взрыв продаж был, да, там. И наблюдая за ним и видя, как это все идет уже как бы успешнее, шаг за шагом, и в итоге мы решили объединиться, как бы, и, передавать, как бы, эти навыки и... то есть это уже занялись коммерцией. Какая была первая сумма? На какую сумму ты купил? 200 тысяч вон. Ты помнишь, что ты первый заказал в Китае? Да, А что это было?
Это были обычные резиночки для волос детские. А сколько вышло, выхлоп какой вышел? С 200 тысяч чистая прибыль вышла где-то 500 тысяч. Это без опыта, без ничего, ты да. вложил 200 тысяч и вытащил 700, получается. Вытащил где-то 1 000 000, и оттуда минус расходы, и получила где-то чистая прибыль 500 тысяч. И это ты все делал без знаний. А сколько раз ты терял деньги? Было так, что ты... Деньги не терял, товар продавался, но нужны были знания, которые продвигали бы товар или как-то в рейтинге его выставляли еще выше. Поэтому мы искали какие-то учебные центры, которые обучают именно вот по обучению Купанга. И вы в итоге нашли центр. Вы сами прошли обучение? Мы, да, прошли вот вместе обучение и поняли, что лучше не мутить воду и не говорить, что там, да, то есть почему, вообще, если объяснить, почему мы занялись поиском центра, который обучает именно уже специализированный Купангу. Это они учили на корейском языке? Да, на корейском языке ведется обучение, то есть южнокореец приходит и говорит на корейском, и мы предоставляем переводчика. И вот если вернуться, почему мы начали заниматься этим, потому что мы понимали, что не хватает именно толчка знаний, чтобы выйти на как бы такой уже уровень, где людям было бы интересно и их привлекло бы, да, заниматься вообще этим бизнесом. Вот, поэтому мы нашли вот этот центр обучения и сейчас и вот вы говорите, что обучение стоит 2 миллиона и проходит 2 месяца. Это как часто проходит занятие? Если брать 2 месяца, то это при условии, что будет одно занятие в неделю. Это получается, грубо говоря, 2 месяца, это 8-9 занятий. За 10 занятий человек должен заплатить 2 миллиона. Это получается, каждый урок он платит 200 тысяч, грубо, да? Да. А это оправдывает такие? Честно говоря, для меня это конкретно как дорого. Но, вот вы лично не жалеете, что потратили столько денег? Мы вообще не жалеем. Но вот Игорь тоже понимает, и мы постоянно при консультации это все и объясняем. А какой смысл? Смотри, какой смысл? Вы прошли обучение, у вас пошли продажи, да, какие-то? Вы сами же лично продаете товар? У вас есть какой-то сейчас товар в обороте? Конечно, да. А какой смысл вы обучаете других? Вы же всех конкурентов взращиваете, нет? Нет, вот такое мышление, это вообще неправильное мышление, потому что та площадка, которая сейчас предоставляется именно в Корее, она еще не заполнена. То есть здесь вообще очень много возможностей. Вот. Именно ты площадка имеешь в виду, это именно Купанг, правильно? Да, на данный момент это Купанг. Мы только рассматриваем Купанг. А сколько еще площадок в Корее? Ну, очень много маркетплейсов, даже которые мы не слышим, не знаем, да, и которые даже не на слуху, но сейчас на данный момент очень многие знают такие, как Сибильбонга, Тимон, да, вот Naver, да, вот эти площадки, они сейчас, еще как-то более-менее ходит, да, на слуху у людей, которые живут в Корее, а есть еще очень много площадок, которые мы не знаем, которые занимаются. Сколько площадок в Корее? Ну, я сейчас не могу сказать точное количество, я думаю, больше, наверное, 30 точно. Так много? Так много, да. А которая самая крупная? Купанг все-таки? На данный момент Купанг... смотри, Купанг, он сейчас, почему он вообще, да, вот сейчас лидер, да, можно сказать. Он самый крупный. Да, он не отличается, в принципе, там, от Naver, да. Naver тоже, как бы, среди южнокорейцев, это тоже очень хорошая такая площадка, где можно продавать, зарабатывать. Но Купанг, он вышел за счет своей площадки, где можно продавать Rocket. Многие знают о Rocket, то есть это и привлекает. Что такое Rocket? Объясни. Rocket — это вот быстрая доставка. Что такое быстрая? Насколько быстрая? Вот самая быстрая. Там у них цвета есть: Blue Rocket, да, Yellow Rocket, да? Ты заказал, вот, например, сейчас ты заказал ночью, да, и у тебя завтра утром уже под дверью будет и это единственная отличительная черта
делает Купанг самым крупным. Правильно я понял? На данный момент, да. То есть они этим сейчас подкупают. И вот психологически человек, он так устроен, ему даже если не нужен товар быстро, да, он все равно заказывает Rocket. Ну вот Готовится я продавать. честно говоря, не понимаю, что можно, какие знания можно давать за 200 тысяч за урок человеку, там, за 10 уроков, да, и это, по-моему, не единственный пакет, это стартинг пэк, да? Да. Ну, смотри, сейчас вот если касаться именно оплаты, да, за учебу, здесь вот у всех такое мышление, что я отдам 2 миллиона, а грубо говоря, если у человека это месячная зарплата, да, среднестатистическая месячная зарплата 2 миллиона. И вот он потерял 2 миллиона, да, своей зарплаты. Но когда начинается учеба, мы всем сразу показываем это в цифрах. То есть мы показываем это на одном даже товаре. Человек должен понять, сколько он будет зарабатывать, да? И он... Вот я тебе перебью, честно скажу, вот сейчас ключевую фразу, которую ты сказал, это было то, что месячная зарплата, ты прав, да? Сколько вот, можешь ответить честно, Игорь, лучше Игорь давай ответь, честно, сколько у вас было разочарованных клиентов, которые вот отучились на всю зарплату, там 2 месяца они потеряли все тыкыны, да, не ходили на работу, отучились, и в конце сказали, извините, мужики, это лажа, и вот мне жалко денег. Ну, таких не было у нас учеников. На самом деле, если честно сказать, из, например, последнего потока, там 25 человек, не из-за того, что там это учеба, лажа, а собственные знания, они как бы не рассчитали свои силы и Какие собственные силы, поясни? Ну, получается то, что во время обучения у них какие-то возникли сложности с компьютером, с офисом, например, они уже не могут работать, или же, допустим, во время анализа какого-то товара они уже опустили руки. То есть, и уже все. Смотри, чтобы работать, торговать на маркетплейсе, чтобы пройти обучение, торговать у меня должен быть какой-то багаж знаний уже. Обязательно. Какой? Можешь компьютера, во-первых. Владение компьютером. Да, владение компьютера. Уровне? Ну, хотя бы на среднем уровне, чтобы знал, куда зайти, как нажимать. Дальше. И офиса. Что это офис получается Excel. Excel нам нужен для того, чтобы вести таблицы, таблицы для подсчетов и правильно вводить цифры туда. А еще какие качества? Знание корейского нужно? Знание корейского, ну, на минимальном уровне нужно знать корейский Какой минимальный язык. уровень? Хотя бы читать на корейском. Только читать, а понимать? Ну, понимать желательно, да, читать и понимать, потому что, когда мы создаем карточки товара, мы их создаем полностью на корейском языке. Можно пользоваться переводчиком, но читать то, что ты читаешь, нужно понимать обязательно. А есть какие-то программы, я не знаю, когда ты переводишь интерфейс Купанга именно Да, есть программы, мы это предоставляем во время учебы, понимая то, что человек придет с минимальным багажом знаний корейского языка. То есть это все предусмотрено. У многих замешательства перед началом учебы, что он умеет только читать. Вот, и как я буду дальше, да, там заниматься. Есть сейчас есть программы, есть сайты, которые мы предоставляем, чтобы облегчить им работу вот именно с Купангом. Ну смотри, я правильно понял, чтобы начать торговать, мне нужно знать компьютер на уровне пользователя, знать офис, да, Microsoft, знать корейский, уметь читать и, читать и немного понимать. Это, наверное, первый ГИБ, да? Первый ГИБ достаточно? Да, первый ГИБ достаточно. Там уже ты умеешь читать, и уже даже какую-то определенную грамматику ты знаешь. Да. И из 25 человек, вы сказали, да? У вас сколько человек не подошли к этим критериям? То есть у них не было вот такого стартового пэка? Примерно где-то сразу, где-то после третьего урока уже опустили руки, где-то примерно 3 человека. Это они уже, то есть мы хотели с ними связаться,
и хотели вытащить, как-то помочь, чтобы, ну, то есть мы еще неоднократно мы проводили повторные уроки самостоятельно. То есть мы даже вот такой сервис предоставляли, чтобы люди... те 25 человек, кто учил, это не вы учили их? 25 человек обучались в центре у нас. А вы кем являетесь? Мы курируем полностью каждого человека. А вы представляете, что вы работаете в этом центре? Мы подписали контракт сотрудничества. То есть мы что за центр? Если это не секрет. Центр не секрет, его мы постоянно афишируем, он называется Онал Edu. Я нашел. Вот они преподают, как продавать на Купанге. Это работники Купанга? Кто эти люди? Это не работники Купанга, это люди, которые именно продают на Купанге, и большая часть из них, они продают и также ведут блог. Объясни мне, какой им смысл? То есть они могли бы монополизировать весь Купанг и сами продавать любой товар. Какой смысл им обучать? Это я не знаю, вот ты нашел где-то золотую жилу, да, пришел, копаешь золото и такой говоришь: ребята, идемте, я вас буду учить, как копать золото. Смысл? Когда ты можешь один, ты можешь я так понимаю, горизонтов в торговле на маркетплейсах нету, да, то есть если у тебя есть деньги там 10 миллионов, ты можешь вложить 100 миллионов, там нет такого ограничения, все, больше 5 оков нельзя торговать, или есть какие-то ограничения? Ограничений нету. Вот, отвечу на первый вопрос, почему они делятся своими знаниями. Да. Я так думаю, что, Андрей, я, конечно, не спрашивал их лично, почему они делятся и почему они занимаются этой деятельностью, но я так понимаю, смотри, в любой стране есть центры, которые занимаются обучением, маркетплейсом там, и другими площадками, и они понимают, что потенциал этого рынка, он очень большой. Я тебя перебью. Обычно те, кто учит зарабатывать, да, вот все вот эти миллиардеры, которые там бизнес-коучи, которые делают семинары за $200 и рассказывают, откуда у них 200 миллиардов долларов на счету. Я всех их считаю за мошенниками. Возможно, у меня сложилось такой стереотип. Я тебе скажу... И вот эти работники Купанга, не то, что они мошенники, да, я, честно говоря, не понимаю логику того, зачем они обучают других. Когда допустим, ты говоришь, что есть люди, которые торгуют, вложили в именно торговлю вложили в товар больше 200-300 миллионов вон корейских, да, это порядком, скажем, давайте в доллары 200-300 тысяч долларов. Какой им смысл обучать других? Можно же наращивать вот этот именно, или там есть какая-то точка, когда ты погрязнешь в неликвиде, да? Знаешь, да, что это неликвид? Вот ты заказал там 10 тысяч резинок, ты продал 7 тысяч, 3 тысячи, у тебя отложились там, ты их уже не можешь продать. И они мертвым грузом у тебя лежат на складе и едят время, и едят место в базе, едят место физически на складе. Их дешевле всего выкинуть, да? И, возможно, у этих людей там накапливается какой-то мертвый товар, и они такие, больше 300 тысяч долларов на этой площадке нереально крутить. Нет, смотри, мы показывали, знаешь, мы делали специально интервью, брали у учеников интервью. Каких учеников? Учеников, которые прошли уже там обучение, это южнокорейцы. У южнокорейцев. Да, потому что до того момента, пока не подписан был контракт с нами о сотрудничестве, там не было иностранцев, там были тоже этнические китайцы, то есть и также у нее мы предоставили интервью, у нас в Инстаграм мы все это выложили, они нам открывали свои аккаунты и показывали, какие у них обороты. То есть человек, который отучился там, он где-то 1,5 года назад, он открыл свой аккаунт, и он нам показал, там у него был 2-3 аккаунта, и на каждом аккаунте там по 100, 150 до 200 миллионов у него обороты идут. А чтобы ты понимал, если у него там 100 миллионов оборот,
Это 30% мы считаем чистой прибыли, да, в месяц. в месяц. Вот. И, сам смотри, сколько он зарабатывает. И также были там, менее такие, такие небольшими не с большим оборотом. Там были также, где-то 20-30 миллионов, да, там также нам открыли аккаунты. То есть, и они там показывали нам, где у них чистая прибыль около 7 миллионов, где-то 8 миллионов, вот так вот. Ты хочешь сказать, что средняя такая средняя маржинальность это 30%. Вложив 10 миллионов, скажем, в товар, через месяц у меня будет 13 миллионов. Правильно я понял? Минус все, минус все расходы, там логистика, упаковка, какие-то я плачу комиссионные водителям, доставщикам. Я правильно плачу? Вложив 10, я вытащу 13. Правильно. Откуда 30%? Вы просто уже несколько раз мне говорите. Да, 30% это получается чистая прибыль. Грязная прибыль выходит где-то около 50%, минус 20% на расходы логистика из Китая в Корею, реклама, и получается чистая минимальная прибыль где-то около 30% входит. 30%. Получается, если ты вложишь 10 миллионов, продашь этот товар за месяц, у тебя будет 13. А как они выбирают товар? По какой схеме, по какой логике? Есть специальные алгоритмы у нас по анализу товара. Нужно сперва определиться, в какой нише ты будешь делать анализ товара, и уже оттуда искать. Давайте, вы можете мне объяснить, вот я пришел, учусь, я говорю, ребят, помогите мне выбрать товар. Как вы выбираете? По какой логической цепочке вы выбираете? Ключи, которые мы предоставляем. Я перебью. Вот смотри, у вас есть какие-то программки, которые ты там фильтры делаешь. Я представляю себе так, там, отфильтруй мне все, я не знаю, носки. Там, ему выходят там носки, да? Я так смотрю, слишком дорогие носки и начинаю искать. Примерно правильно, да, ты слушаешь. Есть просто единственное, для этого есть программа. То есть помимо Купанга еще есть дополнительные программы. Конечно. Они платные и бесплатные? Они бесплатные. Бесплатные. Те, которые мы предоставляем, бесплатные. Это корейские программы. Есть программы, которые именно предоставляет Центр обучения. Эти программы уже платные. И вот в этом есть ключ к еще плюс альфа дается еще какой-то ключ для поиска и анализа товара. Игорь сейчас сказал ниша. То есть, если я, допустим, выбрал нишу школьной принадлежности, да, я решил там тетрадки, ручки, а я могу там дополнительно заказывать, я не знаю, одежду, футболку, или мне желательно работать в этой нише? Или мне, чтобы работать с футболкой, надо переучиться? Нет, ты можешь продавать абсолютно разные товары, например, ты... А почему ты сказал ниша тогда? Ниша это получается то, что человеку ближе всего, например, он занимается какими-то детскими принадлежностями, то он уже знает об этом уже многое. А если он, например, знает о детских много, а что-то ему нужно другое в спорте, он там не понимает. Это чисто, чтобы у человека, который торгует, это никак не отражается на финансовой составляющей. Просто у человека есть опыт, он знает. Есть какой-то у вас самый интересный ученик? Ученик, который вы гордитесь. Я не знаю, или наоборот, мучаетесь с ним. Самый молодой ученик у нас есть, который сейчас учится в школе и зарабатывает деньги на продажах. Это ему 17 лет. Получается, он сейчас открыл, мама ему дала свою сообщу, и он по ней работает. Насколько это законно? Его не могут прихлопнуть? Он, получается так, что и его мама торгует. Он просто ищет товар, загружает на продажу. Ему 17 лет? Да, ему 17 лет. А какой у него оборот? Он только начал сейчас... Он прошел обучение, да, получается, он прошел 2 миллиона? обучение, и сейчас уже начинает свои продажи, загружает товар, и уже что-то у него там какой продается. у него бюджет, с каким бюджетом он крутит? Где-то, наверное, он начал с 500 тысяч. И как долго? Вот он только вторую партию свою на Купанг загрузил.
То есть один оборот товара уже произошел. Он 2 раза разного товара загрузил на Купанг. А он в плюсе остался или как? Сейчас только продажи начинаются. Вот сейчас у него только начинаются продажи. То есть мы не можем сказать, он как хорошо там торгует или плохо, потому что он только вот загрузил. Это, получается, началась 2-я неделя после окончания учебы. Это совсем свежий, получается. Да, вот это вот. только недавно. Есть еще одна ученица у нас, которая взяла какой-то пробный товар, и у нее раскупили ее за 2 дня, вообще она даже не успела там ничего понаблюдать. Да, И- это хорошо или плохо? Это хорошо, потому что она выбрала очень хороший товар ходовой. А что такое хороший? Вот вы без программы можете мне сказать? Вот, Андрей, бери, я не знаю, апельсины, не апельсины, бери там резинки от трусов. Я не знаю, какой-то универсальный товар есть? Ну смотри, в общем, я поделюсь немножко, раскрою, да, там такие Ну да, двери, вот да, такое в самое, обучение. В первую очередь мы советуем, когда проходит обучение, не заниматься товаром, который сейчас очень востребованный, там и хорошие имеет продажи, да, там. А почему? Потому что, смотри, конкуренция бешеная. И туда нырять, то есть и конкурировать с такими акулами, которые уже там продают, соответственно, тяжело. Вот. И отсюда мы, отталкиваясь, мы показываем ключи, как это делать, как выбирать и в какую... Единственное, что нужно понимать, где я хочу, в какой сфере, нише я хочу работать. Что такое ниша, да, ты, наверное, сейчас опять... Понял, да. определенно Да. спектр товара. Товаров, да. То есть это означает, например, есть у нас, я вот приведу пример. У нас вот получил обучение знакомый, который любит рыбачить. И, соответственно, если он рыбак, соответственно, ты как понимаешь, он будет искать какие-то он товары, разбирается в касающиеся- товаре, да, я Да, понял. да, понимаешь? Он- И вот здесь мы подводим человека, если ты специализируешься на этом, соответственно, и занимайся, вот пока что бери вот эту нишу и ищи там товар, потому что ты понимаешь, именно ты понимаешь, Как пользователь. как пользоваться, да, что сейчас востребовано. Потому что, смотри, мы когда заходим в Купанг, вот я объясняю так, мы когда заходим в Купанг, мы уже анализ провели, потому что мы потребители, и мы видим, что сейчас есть и что не хватает. Ты уже какой-то у себя в голове провел анализ. Соответственно, анализа ты провел, и мы просто даем еще какие-то дополнительные ключи, и ты еще дополнительно, уже разложив все себе в голове по полочкам, определяешься с товаром и начинаешь торговать. Знаешь, это такой расплывчатый, как я тебя понял, да, вот, допустим, по рыбаку, да, ты вот, давай возьмем пример с рыбаком, да. Я не понимаю одну вещь, допустим, русскоязычная ментальность и хангукская, они, по-моему, совсем разные люди, да. То есть, если я там, допустим, я выбрал, давай, носки, да, и я такой, вот, носков нету, да, как бы я могу этим заняться, мне нравятся вот такие носки, но я буду мыслить из расчета, какие носки могут понадобиться русскоязычному человеку, да? Кто такой русскоязычный человек в Корее? Это работяга, да? Ты понимаешь, о чем я говорю? Это работяга, который работает или на заводе, или на стройке, или, редко где там в офисе. Соответственно, это какие-то носки, я не знаю, спортивные, которые как портянки такие, понимаешь? И я такой, носков нету, я закупил вот это вот то, что нужно. А на самом деле хангукам это не нужно. Они любят там носки с пальчиками, к примеру, да, или вот эти, как эти носки, кабриолетики называются, да, как эти носки. Как раз-таки ты об этом и говоришь, Андрей. Вот, смотри. Вопрос в том, как научиться. Смотрите, ваши же ученики ориентируются на клиентскую группу не только русскоязычных, а всей Кореи, правильно? Нет, зачем вообще здесь мы не должны затрагивать какую-то отдельную категорию людей, которые там вот русскоязычные там, или корейцы. Мы рассматриваем всех, потому что Купанг — это площадка, которая работает. Вот опять же, смотри, сейчас, наверное, на сегодняшний день, я думаю, что каждый, или второй, может быть даже, второй, наверное, да, третий, может, второй человек
и уже загрузил себе приложение Купанг, и он заказывает оттуда, ну, даже пусть не каждый день, ну, там раз в неделю, может быть, там 2-3 Ну раза да, в вот неделю. это интернет-продажи, Понимаешь? они очень сильно как бы Да, и сломали. здесь не надо ограничивать себя, вот мы привыкли все, вот в этом и проблема заключается, что я пришел сейчас на Рамки Купанг, мышления. о, я сейчас буду буханку хлеба вот это искать там, или там я буду русскоязычную клавиатуру, да, там искать, продавать там, ориентируясь на русскоязычных. Нет, здесь нужно вот эти стереотипы все просто ломать и работать на Я всю публику. года, опять-таки, 2-3 назад прочитал статью в интернете про человека, который занимался продажами на маркетплейсах, на американских маркетплейсах. Это Amazon, eBay, два на тот момент были такие гиганты. И я прочитал такую статью, как у него Amazon отжал бизнес. И он говорит, это не только мой. Знаешь, да, эту историю, схему? Ну, примерно. То есть да, человек, понимаю. он говорит, он все написал, то есть он русскоязычный, живет в Штатах, и он тоже решил заниматься маркетплейсом, и он говорит, я нашел в Китае отличные подушки, прям супер. И я, говорит, когда их завез, я прям попал в точку. То есть вот мои подушки там с маржой там, в 400% просто улетали. Мгм. И я, говорит, в поисковике был я один, ну там несколько, но именно у меня вот узко направил, как ты говоришь, вот попал в точку, да, нету альтернативы. И проходит время, говорит, я забиваю, ну просто забиваю с другого компьютера такая там какая-то, я не знаю, особая подушка, я не знаю, анатомическая. И, говорит, я смотрю, я знаю, что у меня, я всегда был на первой строчке, у меня там на складе приблизительно там 1000 штук, а я смотрю там 20 000 штук. И, говорит, цена, говорит, чуть ниже, там, на цент ниже. Отзывов прям куча, рейтинг. Я, говорит, стал искать свои подушки. Мои подушки просто где-то там на 5-й странице. Мгм. И я, говорит, начал смотреть, кто поставщик этих подушек, а это сам Amazon начал вот этим торговать. Есть ли такой вероятность, что Купанг поступит именно так же? Ну, давай так, по-другому вопрос задам. Обманывает ли Купанг? Может ли обмануть Купанг своего клиента, своего... Кто получается? Селлер я получаюсь, да? Селлер, да. Селлер. Мгм. Он может обмануть селлера? Вообще у Купанга тоже есть своя продукция, которую они продают под своим брендом. Это может быть даже тот товар, который ты уже продаешь, или ты, например, нашел, а Купанг уже этот товар уже продает под своим брендом. Обмануть клиента, я думаю, что не может, потому что полностью весь отчет он предоставляет по твоим продажам. Я не то, что вот по бухгалтерии, не то, что по бухгалтерии, а смотри, опять ты говоришь, у Купанга есть своя категория товаров, да? А как они ее вычислили? Ну, я думаю, у них тоже есть аналитики, которые ищут Они товар. такие, вот смотрите, у Андрея продаются зажигалки, там он покупает их, оказывается, по, я не знаю, чёнику, продают по Манону, а давайте мы, вот у Андрея-то бабок мало, грубо говоря, 5 миллионов, мы сейчас 5 оков вгрохаем на это, выйдем на поставщика, у них же данные есть, наверное, да? Ну, если ты замечал, вообще у Купанга есть своя линия продукции. Ты, наверное, Ну, они же видел, да? как-то вычислили, что продавать. Это линия продукции, это FMCG. Это то, что Андрей, вот... там у них система, вот эта вот именно система, которая подсчитывает и анализирует, мне кажется, очень хорошо работает. И Ну, это вот, одна и- из... Это, и вот это- мой- Послушай, это одна из, мне кажется, задач их, именно вот Купанга, вычислить тот товар, который именно вот хорошо продается. Вот мой вопрос был в том, чтобы не попасться в эту машину, понимаешь? Я вот нашел товар, я нашел классные микрофоны, я продаю, понимаешь? Купанг видит, как хорошо они уходят, понимаешь? Вот то там у них аналитики же сидят, правильно? Они такие, блин, ну давайте тоже продавайте себе микрофон. Почему продают? По Манону? Да по 8 чёников. И все, я как бы потерял свою нишу, правильно? Нет, если они будут, понимаешь, если они будут душить каждого, который хорошо продает, и как бы оттуда их выметать просто Ну, у не себя в душить, платформе. придушивать. Да, нет, это не политика Купанга и вообще любой, Андрей, любой онлайн-платформы. Это не политика. Они параллельно, может, что-то создают еще, да, для продаж, там, я не знаю. Но есть же такие, есть и бренды, понимаешь?
Вот, бренды. То есть ты не можешь продавать товар под их брендом. То есть ты забрендировал свой товар, и все, и ты считаешься монополистом, поэтому ты его брендируешь. Это получается, я еще торговую марку какую-то присваиваю? Конечно, да. А могу... Я тебе, кстати, хочу как сказать, мы также, у нас есть дополнительное, поэтому мы все знают о центре обучения, как просто о базовом обучении, предоставляющем там какое-то базовое... куда кликать и загрузить. Да, там найти там на базовом уровне, да. То есть мы не афишируем это еще, но мы говорим, кто приходит обучаться, мы говорим, что есть еще дополнительные, то есть ты можешь там получать и повышать свою квалификацию. То есть у нас есть 3 уровня обучения. Во 2-м и 3-м уровне там уже и другие знания, другие, понимаешь, другой уровень. Ты уже там... Чтобы все 3 уровня, сколько мне надо заплатить? 2 миллиона, это мы поняли, базовый, да? Сколько 2 миллиона базовый, а сколько второй? 2 миллиона – это базовый уровень, где ты можешь достигнуть, делать обороты до 50 миллионов. Тебе будут достаточны вот эти знания, которые ты получишь за 2 миллиона. А второй уровень сколько стоит? Второй уровень стоит 4 миллиона. И какой оборот у меня уже будет? Там уже оборот где-то до 100 миллионов. 1 ок. 1 ок. А 3-й уровень сколько? 3-й уровень – это уже индивидуальное обучение. Там уже идет как бы не по знаниям, по купангу, а именно как правильно вести вот эти обороты. Сколько он стоит? 8 миллионов. А там уже, наверное, потолка нету, да? С 8 миллионами ты можешь торговать. А я сейчас я начал понимать. То есть вот сейчас до меня доперло. Просто первый за 2 миллиона уровень. Это тебя учат вот тупо, как сказать, инструменты какие да, есть. Инструменты, которыми можно начать как бы что-то сейчас творить. А вторые 2 уровня тебя просто учат маркетингу, наверное, основам. Да, потому что там такие, смотри, возникают вопросы, как у тебя пришел товар, у тебя лежит товар на складе. И инструментом, которым правильно, понимаешь, распоряжаться своим товаром, правильно наладить вообще торговлю. Что такое, объясни, что такое инструмент распоряжаться своим товаром? Это когда придержать, подождать сезонность. Ты это имеешь в виду? Да, потому что у тебя уже, понимаешь, ты не работаешь с товаром единичным. Да. Ты уже работаешь, у тебя товар уже заезжает контейнерами. Понимаешь? Я уже просто такой крупный ритейл. Конечно, такой. Да. И, соответственно, в этом случае ты уже как бы, в какой-то момент ты уже не задумываешься о том, чтобы наращивать, а ты задумаешься, как бы вот с этим справляться, товаром. Соответственно, тебе нужны ресурсы, какие? Человеческие ресурсы, которые будут кто-то зачем-то следить, правильно? Ты не сможешь один это все делать. Это значит, когда у меня товара очень много, я еще работников нанимаю? Конечно. Ты уже до 50 миллионов оборота, ты уже работаешь не один. Да. Это... Конечно. А как ты... А вы вдвоем какой уровень прошли? 2-й или вы все 3 прошли? Нет, мы прошли только 2 уровня на данный момент. И... 2-й уровень там намного уже... А почему вы сами не учите? Я задавал этот вопрос? Нет, не задавал. Почему сами не учите? То есть вы знаете, у вас весь материал, у вас есть модули, что говорить, как объяснить. Почему сами не учите? Этот вопрос нам очень многие все задают. Зачем мы как бы подключаем туда центр вот этого обучения? И отдаете львиную долю им. Да. Все в карман. Да, зачем, да. Кстати, нам в центре сами так же и говорят. Но смотри, для нас центр является рекламой. Понимаешь? Мы при сотрудничестве с ними у нас возникают какие-то нюансы, вопросы, да, там, касающиеся технические вопросы. И мы всегда, опираясь на то, что у нас есть как бы
площадка, где мы можем проконсультироваться и правильно проконсультироваться и дать правильные ответы, понимаешь, людям. То есть, потому что мы не говорим, что мы имеем как бы абсолютно все знания, касающиеся Купанга. Ну, если говорить честно, понимаешь? И те, кто говорят, что мы там разрешим любой вопрос, как бы я не думаю, что они говорят правду, вот, потому что встречается, вот, когда у тебя уже идет какой-то большой оборот, вот, и возникают вопросы эти. Вот, и возникают вопросы, как бы уже касающиеся не именно технической, а вот касающиеся наращивания продажи. Да? Ну, смотри, а я прошел обучение за 2 миллиона и прошел второй курс за 4 миллиона. После завершения 4-го курса у меня есть какой-то ментор от вашего курса? То есть у меня же потом, я прошел курс, я начал торговать, у меня возникают вопросы. Что я должен делать? С кем я могу проконсультироваться? Или это платная консультация? Если ты закончишь второй курс, второй уровень. Второй уровень. С кем консультироваться? Да. Смотри, я тебе скажу еще один плюс нашего обучения. То, что, смотри, вот даже окончив наше обучение, ты остаешься в чате. Вот. И тот преподаватель, который тебя обучал, Хангук, и вы остаетесь в этом чате. Вот, то есть, да, ты не покидаешь. Сколько у этого учителя было учеников? Там 500-600 Вот, смотри. Сидит, отвечает да, на вот кажется, как будто он сидит и целыми днями только отвечает на эти вопросы. Нет. Почему? Потому что в основном все вопросы, они как раз-таки проходят через нас, через кураторов. Вот. И вы уже отсеиваете. Да. И поэтому, соответственно, здесь уже как бы мы даем людям понимать, вы не думайте, что вы там каждый раз там будете там беспокоить. Нет. Мы все вопросы, которые на которые мы можем ответить, мы на них отвечаем. И те вопросы, которые уже затруднительные для нас, и где мы бы хотели, чтобы именно он дал ответ, мы задаем этот вопрос в чате. Соответственно, те, кто сомневаются, что их бросят, и многие, кто приходили к нам после других как бы преподавателей, где они получали в другом месте, получали знания, их вот как раз-таки это все беспокоило, что не бросим ли мы их там после обучения, что нам делать дальше будет, а если у нас вопросы возникнут там по обучению, да, там, то есть у вас постоянно вы там заняты, нет. То есть они лично сами могут задать этот вопрос, или же позвонить к нам кураторам, и мы их курируем и отвечаем на их вопросы, решаем их проблемы. Вот такая вот ситуация у нас. Ну, это поначалу, конечно, будет вам легко, когда, я не знаю, у вас прошло 40-100 учеников, а когда таких учеников пройдет 1000, как вы будете отвечать? Вы физически просто, мне кажется, не сможете отвечать на... В чате есть уже ученики, которые владеют какими-то знаниями, если кто-то, они уже друг другу помогают, да. Понял. Да, у нас даже сейчас вот, смотри, так складывается, что, мы сами этого не ожидали. Мы встретились после окончания после окончания курса, и они уже не задавали вопросы не нам, а сидели вот так вот ячейками и обсуждали эти вопросы между собой, и те люди, которые знают, им самим было интересно отвечать. Вот смотри, как бы для нас это, можно сказать, обыденно. То есть всем интересно одно и то же всегда. Вот, и как бы все, что ты сейчас задаешь, это как бы обычный вопрос, когда люди приходят и консультируются, им интересно, вот, а ну-ка, как он ответит, а ну-ка, вот это вот, да, там, я же знаю, что там есть какой-то подвох, там, да, как бы вот. Я тебе скажу, почему у меня такое сложилось мнение, потому что все, чем болели наши русскоязычные корейцы, в итоге оказалось кидаловым, да, это вот ток-ток, да, вот это повальное, помнишь, да, приложение, где люди вкладывали деньги, как это хомяк, до хомяка, короче, эпоха до хомяка. Кстати, история про хомяка, это вот, мы даже в наш Инстаграм зайдешь, у нас там есть история, где Вы тоже, что ли, тапали хомяка? Нет,
Я почему говорю, вот я не верю вот в такие приложения, я, слава богу, никогда не ввязывался в них, но я знаю людей из русскоязычных, которые вот по 25-30 миллионов вложили в этот ток-ток. И я знаю человека, который вложил в ток-ток очень много денег за день, когда он рухнул. То есть он вообще ничего не вытащил. Он просто принес деньги, отдал, и на следующие вот выходные он рухнул. Да, да, я тоже слышал. Вторая тема – это вот эти все биткоины, криптовалюта. Я не верю. Я не знаю, кто тут занимается. Вот все корейцы эти, знаешь, на стройке ты работаешь, человек лопатой вот работает, вот, да, вот там уборщик и такой говорит: о, биткоин поднялся. И ты думаешь, ты тоже биткоин купил? Да, он тоже там купил какие-то монеты. Я знаю человека, я вам сейчас расскажу. Он уже на данный момент на 2 ока купил этих монет. На 2 ока. Причем это не биткоины. Альткоин. Это все, это вот там любое слово назови, там, я не знаю, мастеркоин. Вот любое английское слово добавь коин, это новая валюта. Ну вот смотри, Андрей, мы как бы, это, конечно, может быть не по теме, если это биткоины, да, я затронул криптовалюта. эту тему, потому что вот это все как бы было мошенничество. И раз появляется Купанг, Да. я поэтому... Здесь, вот смотри, так как мы тоже немножко связаны с криптовалютой, тоже пробовали и там, и здесь, короче, заходили какие-то проекты. Купанг — это тоже один, можно сказать, из бизнес-проектов, правильно же? Это тот же самый бизнес, правильно же? Да? Просто он, здесь мы говорим, есть высокорискованный бизнес, да? А есть бизнес, который, ну, где риски, да, минимальные. Да. И вот мы сейчас говорим, если говорить, например, о Купанге, я считаю, что это бизнес, где ты, ну, максимально, минимально рискуешь что-то потерять, понимаешь? То есть ты не вкладываешь это так, чтобы... Вот я сегодня вложил, например, в криптовалюту, да, купил эти коины и жду, когда нам вырастет, да? Хотя мы знаем, что сейчас биткоин вырос, там все подросло, там, классно там, да? То есть кто-то ждал это там 2-3 года, да, там, может, там вообще я не знаю сколько. Ну, в общем, если говорить о Купанге, я думаю, что я бы советовал людям как бы не заходить сейчас в криптовалюту, да, а набираться знаний, как бы онлайн продажам учиться, да, и там вкладывать сюда все свои финансы, да, и как бы, потому что мы вкладываемся не в какой-то сейчас бизнес, мы вкладываемся в себя. Придя на обучение, мы вкладываемся в себя. Вот, мы обучились, и мы идем, потом мы применяем эти знания, покупаем там товар, вот, ну, тупо сидим дома и просто покупаем товар, вот, и продаем его. Если он не продается, там есть много вариантов, как от него можно избавиться, понимаешь? Успешность продажи, вот именно торговля, это больше интуиция, нет выбора товара. Это вот в моем понимании это была интуиция. Когда ты уже вы сейчас мне говорите, что это какая-то есть лекала. Когда ты, Андрей, уже продаешь большое количество товаров, и ты будешь говорить постоянно мне, что я интуитивно думаю, что вот эти товары, они будут продаваться. С закрытыми глазами. Да. То есть, ну, это уже глупо будет. Согласись, когда у тебя там уже... А там у людей, у которых обороты по 200-300 миллионов и больше. Потому что у блогеров, там, которые сейчас работают преподавателями, у них они даже не захотели открыть свои аккаунты. То есть они даже не афишируют сколько. То есть там очень много. Что за блогеры? Ну-ка вот здесь поподробнее. Это ну, блогеры, да, а преподаватели, они же и блогеры. То есть они же ведут блоги свои, где они как бы постоянно... То есть учат продавать. Оттуда, в принципе-то, идет весь приток учеников за счет блогерства. Вот, поэтому они заключают с ними... То есть смотри, чтобы ты понимал, чтобы все понимали, да, преподаватели, они также селлеры, они также блогеры. И почему с ними заключают вот эти вот договора о сотрудничестве? За счет того, что за счет них идет большой приток. То есть у них они также большие селлеры, и они также являются преподавателями. Вот эти люди, которые продают курсы за
Вот эти люди, которые продают курсы за 8 миллионов, это получается... 8 миллионов, да, последний курс вы сказали? Да. 8, это Да. получается просто хорошие селлеры, да? Да, а здесь только так. То есть хороший селлер, он может предоставить тебе... Я как-то искал планшет в Купанге, и я наткнулся вот, что там есть селлеры в Купанге, и там, ну, сколько стоит планшет, условно скажем, давай, 700 тысяч вон, да, это, чтобы мне легче было считать, это, ну, $500 пусть будет. И у него 9999 проданных. Он как их завез? Или это просто накрученные цифры? Ты цифры там никак не накрутишь. Это реальные цифры. Все, что ты видишь в Купанге, это реальные цифры. 9990, 10 тысяч планшетов он продал. Мгм. А как Apple реагирует на них? Официалы. Это ты имеешь в виду официальный магазин Apple продавал? Я не знаю, это был официальный магазин Apple в Купанге? Официальный магазин Apple в Купанге есть, это реселлер. Вот именно если ты покупаешь технику Apple в официальном магазине на Купанге, то ты будешь уверен, что это настоящий продукт от Apple сертифицированный. Наверное, это был официальный магазин, Да. поэтому Мгм. там было Мгм. больше 10 тысяч айтемов, понятно. Я думал, что это тоже какой-то бизнесмен. Нет. Ну, дорогие друзья, в принципе, уже пора закругляться. Я все вопросы, которые хотел задать, вам задал. Ну, я посчитал, что именно эти вопросы будут интересовать человека, который заинтересуется в этой деятельности. Вам желаю процветания, успехов. Почему захотел пообщаться с вами? Потому что эта тема очень актуальна сейчас, да, вот прям везде вот эти продажи. Еще вторая тема сейчас всплыла, это продажи квартир. Прям все ринулись в недвижимость. И это все, что мне подсовывают социальные сети, значит, это самый большой запрос был. И вот про Купанг, в принципе, ребят, вы ответили. У меня нет вопросов, скажем так. Это, ну, у меня... Че я несу? Давай заново. Ну, ребята, очень все подробно объяснили. Чё ты сделал? Знаешь что, за кадром же есть вот это... Ладно, давай. Че, все, закончили? Да? Да? Все молодцы. Давай, спасибо.